Знаете, есть один автомобильный миф, который повторяют настолько часто, что он уже звучит как закон природы. Седаны больше никому не нужны. Все, финал истории, уступите дорогу кроссоверам, эпоха закрыта. И вот каждый раз находится кто-то, кто спокойно выходит на сцену и говорит: подождите, а если нет? Hyundai именно из таких. На автовыставке в Пусане показали 8-е поколение Hyundai Elantra, в родной Корее известная как Avante. И корейцы, похоже, решили сыграть ва-банк, показать, что седан не только жив, но и может быть опасно привлекательным. Ведь можно предположить, что ее рисовали одновременно 3 человека. Один только что вышел из студии Porsche, который устал соблюдать правила. Второй – инженер из авиации, который всю жизнь мечтал, чтобы автомобиль выглядел как истребитель, но ему не разрешали. И третий. Ну, это явно был человек, который просто сказал: а давайте сделаем так, чтобы на нее оборачивались все. И самое странное, они, похоже, впервые друг с другом согласились. Потому что результат получился не просто новый, он вызывающий, почти дерзкий. Такой седан будто специально пришел спорить с самим понятием рациональности. И самое интересное – сработало. Спустя 6 лет после предыдущего поколения Elantra вернулась так, будто все это время не просто ждала обновления, а копила злость. Потому что новое поколение стало больше, агрессивнее, острее по дизайну, получило полностью переработанный салон с современными мультимедийными системами, искусственным интеллектом и новыми системами безопасности. Также были усовершенствованы бензиновые и гибридные силовые агрегаты. И тут возникает закономерный вопрос: если перед нами действительно уходящий в прошлое седан, то почему он выглядит так, будто не прощается, а наоборот, возвращается, чтобы снова забрать свое место в игре? Посмотрите на это, ведь перед нами уже не та привычная Elantra, которую обычно можно встретить на парковке у супермаркета. Нет. Hyundai полностью переосмыслили ее облик через фирменную философию Art of Steel – искусство стали. И если честно, это уже не просто кузов, это словно цельный лист металла, превращенный в форму. Резкие грани, острые переходы, никаких плавных обводов ради приличия. Передняя часть получила двухуровневую оптику. Сверху – ультратонкие дневные ходовые огни, такие, будто это взгляд какого-то киберсущества, которое только что тебя заметило. А ниже – основные матричные фары, спрятанные в массивных воздухозаборниках бампера. Сбоку – интересный трюк. Линия окон вдохновлена старшим Grandeur, то есть визуально машина пытается казаться выше классом. Плюс полускрытые ручки дверей и новые 18-дюймовые диски. Сзади установлены оригинальные фонари, формирующие H-образную световую графику. Крышка багажника дополнена аккуратным интегрированным спойлером, а нижний диффузор придает автомобилю более выраженный спортивный характер. Для кузова предложено 6 вариантов окраски, включая 3 новых оттенка. Смена генерации принесла Elantре существенное увеличение габаритов. Длина нового седана – 4765 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1425, а колесная база теперь растянулась до 2750 мм. Машина стала на 55 мм длиннее и на 30 шире. Колесная база тоже прибавила 30 мм. Теперь это уже территория, где начинается следующий класс. В компании даже не особо скрывают намек. По пространству в салоне новинка теперь буквально дышит в спину старшей Sonata. Представьте, вы открываете дверь и на секунду буквально зависаете в этом состоянии. Подождите, это точно Elantra? Потому что ожидаете обычный компактный седан, а получаете что-то гораздо более дорогое на ощущение, чем вы планировали. Hyundai здесь явно решила поиграть в дизайн интерьера уровня «современная гостиная». Никакой агрессии, никаких резких линий. Все округлое, спокойное, почти домашнее. Поверхности мягкие на вид и на ощупь, а пассажирская часть передней панели вообще выглядит как дорогой предмет мебели. Стеганая текстура, аккуратные швы. И вот тут возникает странное ощущение. Вроде Elantra. Это массовый седан, но интерьер как будто забыл об этом. Теперь взгляд вверх.
Цифровая приборная панель здесь поднята высоко на переднюю панель. И идея простая – меньше отвлекаешься, больше смотришь на дорогу. Подобное решение уже использовалось в других новых моделях бренда. Рычаг коробки переехал на рулевую колонку, освободив центральный тоннель под две беспроводные зарядные площадки. Центральное место в интерьере занимает сенсорный дисплей мультимедийной системы 12,9 дюйма в базовом исполнении и 14,6 в более дорогих версиях. Работает он на новой платформе Plios Connect, созданной на базе Android и дополненной генеративным ассистентом Gleo на базе искусственного интеллекта, знакомым по обновленному флагману Grandeur. Система понимает живую, естественную речь, поддерживает контекстный диалог и, по заявлению разработчиков, со временем адаптируется под привычки конкретного водителя. И при всей этой цифровой насыщенности инженеры не пошли по пути радикальной сенсоризации. Ключевые функции все еще управляются физическими кнопками. Эргономика, как ни крутите, осталась в приоритете. По оснащению здесь тоже полный порядок. Премиальная аудиосистема Bang & Olufsen, встроенный видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфонов и сверхбыстрые USB-порты мощностью до 100 Вт. За безопасность отвечает комплекс из 10 подушек и расширенный набор ассистентов ADAS, включая интеллектуальный навигационный круиз-контроль, систему предотвращения ошибочного нажатия педалей и дистанционного парковщика. Согласно пресс-релизу компании, багажник здесь 479 литров. Для корейского рынка Avante будет предлагаться с двумя вариантами двигателей. Базовый атмосферник 1,6-литровый на 123 силы. Все, его больше нет. Вместо него теперь стоит 2-литровый мотор на 149 лошадиных сил, и работает он не с классическим автоматом, а с фирменным клиноцепным вариатором. Второй вариант – мягкий гибрид на базе 1,6-литрового турбомотора общей мощностью 157 лошадиных сил, который работает в связке с электромотором. Интегрированным в шестиступенчатый преселективный робот, гибрид тут получил умную систему рекуперации. Она сканирует, что впереди, повороты, трафик, уклоны, и сама решает, когда и насколько активно забирать энергию при замедлении. В итоге батарея подзаряжается максимально эффективно, без вашего участия. А теперь момент, который особенно любят инженеры и ненавидят конкуренты – режим Stay Mode, позволяющий поддерживать работу климатической установки и медиасистемы от аккумулятора при полностью выключенном двигателе во время длительных остановок. Продажи в Южной Корее начнутся уже к концу лета 2026 года. Тогда же станут известны дополнительные технические характеристики и цена. На глобальные рынки модель выйдет как автомобиль 2027 модельного года. Компания также серьезно рассматривает возможность возвращения седана в Европу, где спрос на экономичные гибриды снова начинает расти. И вот здесь, если честно, хочется взять паузу, но не потому, что сказать нечего, наоборот, потому что Elantra 8-го поколения будто сама на секунду замирает и ждет вашей реакции. Потому что вы можете выйти, закрыть дверь, сделать пару шагов и все равно обернетесь. Не из вежливости, а потому что она действительно цепляет. И в этот момент вся история. Про седаны больше никому не нужны. Начинает звучать как старая шутка, которую уже давно перестали дослушивать до конца. И самое любопытное здесь в другом. Она вообще не пытается понравиться всем подряд. И, похоже, даже не собирается. Так что вопрос уже не в том, нужны ли нам седаны. Вопрос в том, готовы ли мы признать, что они просто стали другими. И если ответ где-то между «да» и скорее не уверен, значит, разработчики Hyundai Elantra 8-го поколения все сделали абсолютно правильно. Ну что, друзья, если вы доехали до конца видео, значит, вам точно понравилось. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие обзоры. Лайк, как полный бак. Заряд энергии для нас. Делитесь своим мнением в комментариях. Это помогает нам делать контент еще интереснее. Мы желаем вам крутого настроения и удачных поездок. До следующего видео на нашем канале.